Сегодня мы будем говорить о йоге, которая существовала в древней Атлантиде среди населявших ее атлантов. Атлантида – это древний исчезнувший материк, состоявший из двух больших островов в Атлантическом океане. Там была атлантами сформирована высокоразвитая цивилизация. Главной особенностью этой цивилизации было то, что там существовали именно высокоразвитые философско-религиозные знания. И это позволяло очень многим людям очень быстро подняться к совершенству по ступеням методологии духовного совершенствования. Однако со временем духовная культура в Атлантиде выродилась. Почему? Потому что к власти прорвались агрессивные примитивы, которые жаждали не духовного благополучия для общества, а лишь славы и денег. В частности, они стали активно, интенсивно развивать черную магию. Ради чего? Ради господства над другими людьми. И тогда Бог погрузил Атлантиду в океан. Но некоторое количество атлантов, достигших духовных высот, были заранее Богом предупреждены об этом. И они переселились в Египет и ряд других стран, что позволило высочайшим духовным знаниям атлантов еще длительное время существовать на благо Бога и людей. И вот, в частности, в пирамидах Южной Америки были обнаружены тексты, которые назывались изумрудными скрижалями. Они были написаны Тотом Атлантом. В начале этого текста тот Атлант описывал причину гибели Атлантиды. Сокровенные знания оказались достоянием недостойных, и последние стали использовать их во зло. В частности, стали практиковаться широко кровавые жертвоприношения. Среди воплощенных людей стали в результате массово появляться духи ада. И по высшей воле
острова Атлантиды были погружены в океан. А сам тот с группой других атлантов переправился в Египет, который тогда назывался Кхем. Далее тот рассказывает, как он сам прежде прошел весь путь до слияния с изначальным. И он говорит, что этот путь может пройти каждый, но путь спланирован изначальным так, чтобы предоставить испытания в виде трудностей для идущих этим путем. Эти трудности остановят слабых, этически недостойных и интеллектуально несостоятельных людей. Тот говорил: идите, но не берите с собой ни мудрых, ни искренних и слабых. Тот также дает простейшие рекомендации для начальной гармонизации чакр и обещает, что результатом этого будут, только лишь этого, будут и полное здоровье, и долголетие. Подчеркнув, что работа с чакрами – это лишь самое начало серьезного большого духовного пути. Это всего лишь уровень раджа-йоги. Хотя духовные высоты берутся на ступени, на огромной ступени, которая называется будхи-йогой. И вот на высших ступенях медитативных практик, то есть в рамках будхи-йоги, тот учит нырять сознанием в глубины многомерного пространства и познавать там, в том числе, звездные миры. То есть это эон протопракрити. Обо всем об этом подробно и исчерпывающе можно прочитать в нашей книге «Экопсихология». Затем, там же, в глубинах многомерного пространства, познается свет от великого огня, от божественного огня. И также там есть, как говорил тот, пространства, другие пространства, которые с виду пусты, но прячутся в них ключи. Еще, что очень важно, тот объяснял один из вариантов, подробно объяснял один из вариантов медитации храм, именно пирамиду. О собственном восхождении тот говорил следующее, и я сейчас зачитаю его слова. Однажды, во времена давно забытые, я, тот, открыв врата, проник в другие пространственные планы и изучил тайны скрытые.
Часто я путешествовал вниз по темному пути, в то пространство, где всегда пылает свет. Вот я еще раз повторю, что все это станет ясно из описания многомерности Абсолюта в наших книгах, прежде всего в книге «Экопсихология». Долго в том храме изначального я пребывал, пока, наконец, не стал един со светом. Тот дает духовным искателям следующее напутствие. Храните и оберегайте наказ изначального. Отыщи в жизни своей беспорядок и уничтожь его. Забалансируй и упорядочи жизнь свою. Истреби весь хаос своих эмоций, и обретешь тогда ты гармонию в жизни. Но вот я прокомментирую, что этот хаос эмоций можно уничтожить именно через работу с чакрами, поскольку эмоции как раз и зарождаются в чакрах. И радикальное управление своими эмоциями, как состояниями сознания, достигается не иначе, как через освоение функций своих чакр. Подробно эта система впервые была описана, подробно описана, изложена именно нами во многих книгах. Ну и последняя из них — это, опять же, экопсихология. Извините, что повторяюсь. Покоряй молчанием привычку многословия. Направляй всегда взор к свету. Помните мои заповеди, храните их и реализуйте их, и я тогда пребуду с вами, помогая и провожая вас в свет. Из тьмы ты восстань, став единым со светом. Но вот я откомментировать должен, что свет — это имеется в виду божественный свет, заглавной буквы. Это и есть. То есть термином свет, словом свет, тот обозначает Бога. Человек должен стремиться стать божественным солнцем. То есть тем самым солнцем, о котором говорил Иисус, солнце Бога. Что такое солнце Бога? Это бесконечный по размерам океан Творца, который выглядит как свет солнца, как солнце. Но только бесконечное количество раз большее, чем то солнце, которое мы видим на небе. Следуй этим путем и станешь един с целым, то есть с абсолютом. Свет приходит к тем, кто прилагают усилия. Труден путь, ведущий к мудрости, труден путь, ведущий к свету. Много ты найдешь камней на пути своем, много гор придется одолеть на пути к свету. Но знай, человек, что всегда около тебя ступают посланники света. Открыт путь их для всех, кто готовы вступить в свет.
Они посланники света, вестники утра, сияют среди людей. Подобны они людям и в то же время не подобны им. Здесь имеются в виду воплотившиеся представители Святого Духа. Точнее, представители Творца изначального, которых именуют святыми духами, собирательно Святым Духом. Много мрачных теней падет на твой свет, стремясь погасить тенями тьмы свет души, что жаждет быть свободной. Множество ловушек ожидает тебя на пути этом. Стремись же всегда познать высшую мудрость. Постигай, и будет тогда свет познан тобой. Свет бесконечен, а тьма мимолетна. Стремись же, о человек, всегда к свету. Знай, что как только свет заполнит твою сущность, тьма для тебя исчезнет. Открой душу посланникам света. Позволь им войти и заполнить тебя светом. И да будет лицо твое направлено к сей цели всегда. Открой душу, о человек, всей вселенной, и пусть она течет сквозь тебя, объединяясь с душой. Эволюция человека состоит из процесса преображения в формы, которые не от мира сего. Растет человек, преображаясь постепенно в бесформенное. Для жизни на плане высшем. Поясню, что речь идет о сознании, которое развито методами будхи-йоги и действует вне зависимости от материального тела, на время покидая его, на время медитативной работы. Слушай же, о человек, глаз мой, объясняющий тебе о путях к свету и показывающий пути достижения, как ты должен стать един со светом. Ищи вначале тайны сердца земли. Ищи пламя живой земли. Окунись в сияние пламени этого. Знай же, о человек, что и ты сложен в сути своей, как существо из материи и пламени. Позволь пламени твоему, то есть пламени горящего духовного сердца. Подробности можно смотреть в учении Агни-йоги. Позволь пламени твоему светить ярко. Стань лишь пламенем. Ищи же все больше мудрости. Найди ее в глубинах пламени сего. Поясню, что синоним этому пламени – это божественный огонь. Знай, что только стараниями твоими свет наполнит себя. Только тот, кто исполнился светом, тот может надеяться пройти мимо стражей, охраняющих путь от недостойных. Следует тебе познать себя как свет, готовя себя для продолжения пути.
Мудрость скрыта тьмой, но когда, воссияв душой пламенем, обретешь ты мудрость, то станешь вновь рожденным в качестве света. И затем беспредельным по размерам божественным солнцем. Стань же одно со светом, и будь проводником божественных указаний и принципов в мир людей. Стремись, о человек, отыскать путь великий, ведущий к бесконечной жизни через образ божественного солнца. Знай, о человек, что ты есть душа, тело – ничто. Душа – вот главное. Не позволь телу своему быть тебе оковой. Оставь тьму и странствуй в свете. Научись покидать тело свое, о человек, и стань свободным от него. Стань истинным светом и объединись затем со светом великим. То есть в других терминах слейся с атманом и затем атманом слейся с параматманом. Знай, что пространство, в котором ты обитаешь, пронизано и другими, такими же великими, как и тот. Они пребывают и внутри тебя. Вот я хочу подчеркнуть, что надо все время проводить параллели и с Новым Заветом, и с учением Кришны. Бог все время говорит об одном. Во все время существования Земли, человечества на Земле, Бог учит одному и тому же. Люди только все время извращают это учение Бога. И вот наша задача сейчас восстановить это учение. Они пребывают и внутри тебя, и они могут быть познаны тобою в твоем духовном сердце. Но при этом они существуют отдельно от мира материи в их пространственной мирности. Знай, что всегда и повсюду в пространстве существует вечное и бесконечное сознание. Хотя скрыто оно от взора поверхностного, но все же оно существует. Ключ к тем высшим мирам внутри тебя. Он может быть найден только внутри. Поясню, что внутри развитого, именно развитого духовного сердца. Распахни врата внутри себя, и ты будешь жить жизнью истинной. Речь идет как раз о вратах духовного сердца. Человек, ты думал, что ты живешь, но знай, что твоя прежняя жизнь вела лишь к смерти. Ибо когда прикован ты к телу своему, для тебя не существует истинной жизни. Только душа, нашедшая свободу от материального мира, обладает истинной жизнью. Все остальное только оковы, узы, от которых надо освободиться.
Вот этим и занимается Будхи-йога. Не думай, что человек рожден для земного. Хотя он и рожден на земле, но он есть по сути своей светоподобный дух. Но без истинного знания он никогда не сможет обрести ту свободу. Тьма окружает стремящихся к рождению в свете. Тьма сковывает души. Но только ищущий может иметь надежду на освобождение. Становись же божественным светом, светилом великим. Исполни это и освободишься. Великий свет, что заполняет незримо все пространство, всецело готов помогать человеку. Так сделай из тела своего факел света, который будет светить среди людей. Услышь и пойми, божественное пламя есть источник всех вещей. Все сущее является его проявлением. Стремись же к единству с божественным солнцем. Держи также помыслы свои на обретение единства света с твоим телом человеческим. Но я поясню, что это есть... Речь идет здесь об обожествлении клеток своего материального тела. Это возможно. Свет есть источник всей жизни. Без великого света ничто не может существовать. Знай, что сутью любого материального предмета является свет. И знай, что все пространство заполнено мирами внутри миров. То есть речь идет о многомерности пространства. Глубоко под образом пирамиды покоится сия моя тайна. Ищи и найдешь ее в той пирамиде, что я создал. Ну, поясню, что речь идет здесь вовсе не о материальной пирамиде. Материальная пирамида является лишь символом. Символом одной из медитаций, одной из высших медитаций Будхи-йоги. То есть речь идет о медитативном образе пирамиды, под которым и находишь то, о чем говорил тот. Следуй всему ключу, что я тебе оставил. Ищи, и вход в жизнь истинную будет твоим. Ищи его в моей пирамиде, глубоко под ней, и в стене. Стена – это тоже одна из высших медитаций Будхи-йоги. Повторяют, что именно через пирамиду, мною созданную, ты найдешь тайный проход в жизнь истинную. Ищи и найдешь там то, что я спрятал. Хитрый. Поистине знаем мы, что ничто не имеет значения для вас, кроме роста, который можете обрести вы душами. Знаем мы, что плоть приходящая. Вещи, которые люди считают великими, для нас ничто. То, что мы ждем от вас, это не от ваших тел, а лишь совершенное состояние вас как душ.
Когда вы сможете постигнуть, что ничто, кроме развития души, не имеет значения, тогда только вы сможете освободиться от всех уз и стать свободными для работы в соответствии со своим человеческим предназначением. Знай, ты должен стремиться к совершенству, ибо только так ты сможешь постичь цель. Знай, что будущее никогда не зафиксировано, но оно предопределяется свободной волей человеческой. Знай, что тело твое, если оно будет в совершенном порядке, никогда не узнает прикосновения смерти. Поистине даже случайность лишь тогда возможна, когда утрачено тобой соответствие твоему предназначению. Пока же соответствие твое безупречно, твоя жизнь не прервется и не вкусишь ты смерти. Разве не знаешь ты, что в сердце земли источник гармонии всего, что существует на ее поверхности? Душою ты связан с сердцем земли, а плотью с ее материей. Когда ты научишься сохранять гармонию в себе, тогда сможешь черпать из гармонии сердца земли. Ну, наверное, надо пояснить, о чем здесь речь. Речь идет о том участке многомерного пространства, где начинала зарождаться Земля. Вот это и есть плавный переход между Творцом и как бы почкой творения. Исшедшей из него. Вот поэтому через эту точку в центре Земли, в ее огненном ядре, можно найти проход в ее Творца. Существовать на Земле тогда ты будешь до тех пор, пока Земля существует, изменяясь телесно лишь по мере изменения самой Земли, не зная смерти в единстве с планетой, пребывая в своем теле, покуда все здесь не исчезнет. Три качества присущи Богу в Его доме света, то есть в обители Творца. Беспредельное могущество, беспредельная мудрость, беспредельная любовь. Тремя силами обладают духовные мастера: преобразовывать зло, содействовать добру, использовать свою способность к развлечению. Развлечению людей по их качествам, по их достойности приближаться к Творцу. Три качества неизбежно проявляют они: силу, мудрость и любовь. Три проявления Духа творят все сущее: божественная любовь, обладающая совершенным знанием, божественная мудрость, имеющая всевозможные средства помощи,
воплощенным существам в их развитии. Божественная сила, которой владеет то единое изначальное сознание, суть которого – божественная любовь и мудрость. Тьма и свет единой природы и отличаются только внешне, ибо оба произошли из единого источника. Тьма – это хаос. Свет – это божественная гармония. Тьма преобразованная – это свет. Это, дети мои, ваша цель в бытии – превращать тьму в свет. Ну, аналогия – это гуны тамас, раджас, саттва, от тьмы к свету, и через гуну саттва в обитель Творца. Отринь свое тело, как я учил тебя, и иди к пределам глубоким, скрытым. Тот атлант впоследствии воплощался еще раз в Египте и носил имя Гермес Трисмегист, то есть трижды рожденный. Но последнее слово имеет отношение не к перевоплощениям, как можно подумать, а указывает на взятые принципиальные ступени духовного продвижения. Подробно об этом рассказывал апостол Филипп в своем Евангелии. То есть речь идет о последовательных рождениях. Сначала в мире материи, как все люди. Но те, кто идут духовным путем, потом рождаются в Святом Духе, а потом и в обители Творца. И вот сохранилась запись его обращения к египтянам. Это уже тот атлант, который стал теперь Гермесом Трисмегистом. Я начал проповедовать людям красоту религии и знания. О народы, люди, рожденные на земле, погрязшие в пьянстве, сне и незнании Бога. Отрезвитесь, встряхнитесь от вашего беспутства и чувственного оцепенения. Пробудитесь от вашего оттупения. Почему, о люди, вы предаете себя смерти, тогда как вам позволено обрести бессмертие? Раскройтесь, обратитесь к своей истинной сути. Вы заблудшие, чахнущие в невежестве. Отдалитесь от пути сумрачного, приобщитесь к бессмертию, раз и навсегда отвергнув в себе пороки. Благо вы найдете только в Боге, а кроме Него нигде. Еще известен краткий текст, написанный самим Гермесом. Он имеет название «Изумрудная скрижаль», в отличие от изумрудных скрижалей тот Атланта. То, что я говорю здесь, только истина, и нет в этом ни капли иного. То, что внизу, подобно тому, что вверху. А то, что вверху, подобно тому, что внизу. И это надо знать для того, чтобы обрести познание наичудеснейшего единого.
Вот необходимо пояснить, очень много фантазий есть на тему этого высказывания Гермеса. Но речь здесь на самом деле идет именно и только об одной из высших медитаций будхи-йоги. Никаких других смыслов здесь искать не надо. Ну и пояснять эту медитацию я сейчас тоже не буду. Ну, потому что, надо подойти со ступеньки на ступеньку, забраться, чтобы это стало видно и понятно. Все материальное возникло по замыслу единого. Все материальные объекты стали проявленными именно через уплотнение энергии единым. Солнце, в данном случае речь идет о Солнце Бога, Божественном Солнце. Есть Отец проявленного мира. Лунное, то есть в данном контексте речь идет о двух зазеркальных эонах, протопракрити и протопуруша. Лунная его мать. То есть протопракрити и протопуруша — это хранилище материалов, из которых создаются, соответственно, материя и души. Святой Дух вынашивает развивающиеся души, а земля вскармливает их. Отец же всего развития во всей Вселенной присутствует всюду и всегда. Могущество его есть наивысшее могущество. Оно превосходит все иное. И явлено оно на земле во всесилии своем. Раздели же земное и огненное, также грубое и тонкое. Действуй при этом с величайшими осторожностью, благоговением и разумением. Став наитончайшим огнем, познай небесное. Так совершается слияние. Затем снова вернись на землю и будешь улавливать тончайшее и иметь силу эффективно преобразовывать несовершенное. Это будет означать, что ты обрел славу, слияние с единым, то есть с абсолютом, и избавился полностью от мрака неведения. Сила единого проникает под всем, и тонким, и грубым, и управляет ими. Именно таким образом существует все мироздание. И благодаря этой изумительной связанности всего движется в развитии. Вот почему имя мое Гермес трижды рожденный, ибо я существую и действую во всех трех планах бытия и владею мудростью всей Вселенной. Итак, умолкаю, ибо возвестил все, что хотел про деяние Солнца.
Вот на этих вот принципах существовала какое-то время древняя египетская культура. Потом, как это, к сожалению, бывает со всеми духовными культурами, она тоже выродилась и исчезла. Но вот сейчас мы возвращаем эти знания во всей их полноте живущим ныне людям. Исполните это и сможете тогда тоже, если захотите, именовать себя трисмегистами, трижды рожденными и на земле, и в Святом Духе, и в обители Творца. Хотя главное, разумеется, не в именах и названиях, а в сути духовных достижений. Ну вот продолжу. Еще один великий божественный учитель. Это Адлер, который руководил духовной работой в Атлантиде. Приведу его слова об этом. Атлантида – это моих рук дело. От начала и до конца я создавал духовную культуру Атлантиды. Оттуда она частично перешла в Египет. Каждый раз, захватывая достойных людей, я уводил их в себя. Воплощение за воплощением, волна за волной. Так я воплощался там несколько раз. Обо всем этом можно подробно прочитать в нашей книге «Классика духовной философии и современности». И вот потенциал духовных школ Атлантиды дал возможность очень многим значительно продвинуться духовно и достичь слияния с изначальным сознанием, с Творцом. Среди них лично мы знаем Каира, Никифора, Одина, Николая Некрасова. Это я отсылаю к книге «Классика духовной философии». И вот после гибели Атлантиды многие божественные атланты понесли высшие духовные знания в Египет, в другие страны. Многие из них, более того, воплощались потом среди людей в качестве мессий, аватаров. И вот об этом Один говорил нам так. Я готов рассказать, например, об асах. Это термин из Скандинавии. Так называли воплощавшихся там бывших атлантов. Это и были атланты, взявшие на себя ответственность за судьбы народов Земли после гибели континента Атлантиды. Их было не слишком много. Продолжительность их жизни намного превосходила продолжительность жизней других людей, населявших тогда Землю. Они оставались в телах 300-500 лет. Это было нормально для атлантов. Люди запечатлевали их как богов, сошедших с небес и управляющих землей. Они приходили на землю вновь и вновь, беря в жены смертных женщин, и это привязывало души к материальному плану. Но каждый раз, вновь воплотившись, они возвращали новое смертное тело к полноте божественного осознания. Яркими солнцами божественных сознаний они направляли жизнь Земли.
Я был одним из них. Не одну жизнь я исходил в творение и затем вновь скреплял с единым «Я» божественную энергию, одухотворявшую материальный план. И вот об Атлантиде и жизни атлантов нам также рассказывал божественный Каир. Причем это слово в Атлантиде означало «земля» как живой организм. И он говорил, что название столицы Египта имеет то же самое происхождение. Хотя есть и другие мнения у воплощенных людей. И вот что говорил Каир. Я был одним из 5 атлантов-правителей. В группе из 5 правителей-старейшин Атлантиды я был лидером. Представлял светскую власть, которая была наделена религиозным знанием. История цивилизации, история духовной жизни Земли намного более древняя, чем современные люди предполагают. Атлантида не была началом развития духовности на Земле. Это лишь один из больших этапов. Не раз менялась конфигурация океанов и континентов, и обитатель глубин создавал все новые условия для роста и развития сознаний. Рассказ об атлантах мог бы быть полезен современным людям. Адлер, тот и я готовы рассказать о том, что людям наиболее актуально узнать. В Атлантиде существовала великая цивилизация, и высочайшими духовными знаниями обладали правители общества, имевшие при этом земные тела. Возможность избранных руководить духовным ростом всех остальных членов общества накладывает на них огромную ответственность. Малейшее отступление от принципов божественных любви и бескорыстия является поворотом к той бездне, в которой теряется связь с Творцом. Именно такой поворот событий, то есть захват власти людьми, обладавшими агрессивностью, корыстностью, и привел к завершению Богом данного периода развития сознаний на Земле, гибели Атлантиды. Еще я расскажу о храме. Образ храма – это не человеческий вымысел. Храм есть божественная структура в многомерном организме живой планеты. Пожалуй, ближайшим эквивалентом является слово «шамбала», то есть место обитания божественных сознаний внутри планеты именно в высшей пространственной мерности. Оно имеет выход в безбрежный океан сознания Творца. Храм – это эпицентр для творения жизни на планете. Это место обитания тех, кто курирует развитие жизни на этом островке божественного творения. Храм имеет выход и вход. Это божественная структура в многомерном организме Земли, которая столь же реальна, как кундалини в многомерном организме человека. Так же, как в атмической составляющей человеческого организма есть память о прошлых воплощениях, так и, погружаясь в храм,
можно знать о значимых эпизодах жизни планеты. Можно, например, открыть страницы истории Атлантиды, чтобы рассказать об атлантах духа, об Атлере, Тоте и других, которые вплели себя, как сознание, в жизнь планеты ради развития сознаний, растущих на Земле. Изначально все правители Атлантиды на протяжении веков имели ключи от храма, то есть жили, исходя брахманическими сознаниями из храма, и обладали способностью погружаться и растворять свою божественную индивидуальность в океане изначального сознания Творца, в поддохрамности. Так направлялась и развивалась цивилизация атлантов. Пирамиды и другие храмы земные есть лишь отражение того храма, в котором совершалось посвящение душ. Каждая планета создается как уплотнение энергии сознания до материального плана. И на ней затем может запускаться процесс развития жизни на материальных носителях. В Атлантиде были воплощены души, имевшие прежде воплощение на других планетах. То были души, достаточно продвинувшиеся, но не достигшие еще божественности. Большая часть населения там жила, осознавая себя в качестве душ в первую очередь, а не как материальные тела. Они именно наслаждались остротой ощущений, которую добавляло им наличие физического тела. Сила таких ощущений, которая включает всю позитивную шкалу эманаций, намного более впечатляет, чем райская жизнь вне тела. Эта сила ощущений была упоительна для душ, долгое время до этого существовавших в бестелесном состоянии. Они жили в состояниях, близких к самадхи. Это можно было бы назвать раем на земле. Это были для многих заключительные, последние или предпоследние воплощения, и были все условия для достижения теми людьми божественности. В систему общего образования в Атлантиде входили навыки психической саморегуляции, представление о структуре многомерной Вселенной, этика и различные виды искусства, также творчество в науке и технике. И развитие всего этого было на высоком уровне. В культуре атлантов огромное значение придавалось именно творчеству. И для тех, кто потом избирали для себя реализацию высшего смысла жизни, познание Творца, существовали духовные посвящения. Это уже было закрытое эзотерическое образование. Этому учили тех, кто осознавали именно высший смысл и цель своих жизней. Их учителями были в том числе божественные души, имевшие материальные тела, которые в таких случаях являются инструментами божественного творчества. Долгое время существования цивилизации Атлантиды позволило завершить цикл эволюции многим райским душам, которые влились в Творца и более уже не нуждались потом в воплощениях.
а через те души, которые, получив материальные тела, двинулись по пути получения материальных наслаждений, в том числе через секс, через них произошло создание новых рас людей. Тех, кто росли затем, как сознание, уже на этой планете. Это были новые всходы молодых душ, которым предстояло пройти долгий процесс эволюции. Такое смешение рас породило множество легенд и мифов о богах у разных народов. Элизабет Хейч очень достоверно описала наличие на Земле в те времена рас людей с очень отличающимся уровнем развития сознаний и тел. Смешение этих рас через сексуальное соединение и рождение потомства значительно ускорило процесс эволюции. Те же, кто достигли слияния с Творцом, те уже более не воплощались, за исключением немногих, взявших на себя заботы о новом поколении людей. Среди последних те, кто пожелали вместе с Адлером вести людей по пути самоосознания и познания божественного единства. Они воплощались раз за разом, неся людям знания о Высшем. Все это долгий процесс, занимающий тысячелетия, и вы тоже можете успеть поучаствовать. Ну и закончу я сегодняшнюю беседу следующими словами Адлера. Именно традиции Атлантиды хотел возродить на Земле Пифагор с помощью своей школы. Именно это мы стараемся сделать для людей сейчас с вашей помощью. Мир божественных душ готов приоткрыть окна и говорить людям о главных и значимых для человечества именно сейчас задачах эволюции сознаний. Это в том числе ступень превращения сознания души в духовное сердце, что знаменует, что человек-животное становится воистину человеком. Это та ступень, с которой начинается обучение божественности. Ну и так, что же нужно практически нам делать для того, чтобы исполнить волю Бога, объявленную через тот Атланта Гермеса Трисмегиста. Ничего ведь нет в том, что он говорил, отличного от того, что говорят другие божественные учителя. Они говорят об одном и том же. О том, что нужно этически очиститься. Что это значит? Это значит, прежде всего, избавиться от всех эгоцентрических эмоций и влечений. Избавиться от грубости, насильственности. Разумеется, надо понимать
общую стратегию духовного продвижения человека. Ну а дальше? Дальше нужно делать, опять же, именно то, к чему всегда нас от начала до конца призывали и будут призывать божественные учителя. Развивать себя в качестве духовного сердца. Вот если мы научились жить сначала в анахате, в чакре анахате, светить из нее на окружающий мир и воспринимать окружающий мир через эту чакру, то мы сможем обрести и покой, без которого нам ничего не удастся сделать на духовном пути. Ту самую исихию. И научимся обнимать собою Бога. Постепенно будем этому учиться. Мы должны сформироваться в качестве духовного сердца внутри вот этой самой клетки грудной. Когда мы ее перерастаем, мы из нее вырываемся наружу. В какую сторону? Назад. Легче всего во всех отношениях и правильнее с точки зрения утончения сознания. Это выходить врываться, выходить, выпадать, вылетать из анахаты назад. И вот там мы будем ощущать себя уже в качестве все большего и большего духовного сердца. Сначала мы можем для этого заполнять коконы растений силы или просто пышущих своей жизненной силой растений с утонченной энергетикой. Потом мы научимся воспринимать божественных учителей, в том числе тот Атланта или Гермеса Трисмегиста, все равно, как называть. Но сейчас он предпочитает себя называть именно тотом Атлантом. Поэтому и обращаться к нему имеет смысл именно с этим именем. И вот просторы могут помочь нам, просторы морские, просторы степей, пустынь. Для того, чтобы разливаться над ними духовным сердцем, причем обязательно с ласкающими руками, с ласкающими все живое. Сначала в творении. И вот так вот, развив эти руки любви, мы сможем потом обнимать, ласкать ими святых духов, потом и Творца в его обители. На помощь приходят, например, такие медитации, как пирамида, храм. Но все это, разумеется, лучше всего делать на специально предназначенных для этого энергетически значимых местах, на положительных местах силы, на рабочих площадках наших божественных учителей. Если это делать в неблагоприятной энергетической среде, то просто ничего не получится. То есть надо активно искать места силы, благоприятные для каждого этапа духовного роста, для каждого этапа, для каждой большой медитации можно найти адекватные места силы. Их может быть в арсенале каждого духовного искателя десятки, сотни. Но для того, чтобы легче в этом ориентироваться, могу посоветовать приобрести наш компакт-диск «Места силы».
Мы его формируем как приложение к книге «Лесные лекции» о высшей йоге. Ну и вот напомню, что Элизабет Хейдж, например, которая прошла весь этот путь и стала тоже божественным учителем, учась прежде всего у божественного Птахотепа. Вот она однажды ощутила себя пирамидой. Что это значит? Это значит, что она заполнила собою медитативный образ пирамиды. И вот тот атлант предлагает эту медитацию, заполнение собою пирамиды. Как? А вот надо в образ пирамиды выплыть из анахаты тело назад и заполнять эту пирамиду. Вершина ее пусть будет в бесконечной выси, основание глубоко по ту сторону нашей планеты. А дальше нужно искать дальнейшие ключи, как тот атлант пишет. Искать где? Под пирамидой. Но, разумеется, за один или несколько дней эту медитацию не освоить. Требуется именно постепенный рост сознания, который может длиться месяцы, годы. Но ради обретения божественности, ради выхода из колеса сансары, ради того, чтобы стать такими, как наши учителя божественные, тоже с их уровня развития помогать воплощенным людям, ради этого стоит потрудиться, этому стоит посвятить жизнь. Но еще более совершенная медитация, чем пирамида, это медитация храм. То есть пирамиду можно рассматривать как частный вариант, подготавливающий к еще более совершенной медитации храм. Храм какой? Ну вот такой, каковы, например, православные храмы. Можно из анахаты выплыть назад в купол храма и заполнить его собою. Потом оказывается, что под куполом есть само пространство храма, и оно огромно. И вот мы так постепенно растем, заполняя весь храм. И это тоже не за один день делается. Когда мы научились заполнять свободно весь храм огромный, как та пирамида, о которой я говорил, то оказывается, что есть еще и подхрамье. А если сделать два храма справа и слева, и взять каждый из них на ладони из подхрамья, а между руками, как известно, у нас анахата. И вот так вот, развивая себя в качестве духовного сердца, очень просто войти в слияние с Творцом, в Его обители. Чем отличается медитация пирамиды еще от медитации храм? Тем, что мы пересекаем зеркало с помощью медитации храм естественным образом. Медитация пирамида не столь удобна для такой работы над собой. И мы можем оказаться в первом брахманическом проявлении. Вот это для того, чтобы ориентироваться в ионах, в структуре абсолюта,
Вот я советую познакомиться с нашей книгой «Экопсихология». Там в конце мы приводим схему изучения строения абсолюта. Тогда все это станет понятно. То есть, о чем я сейчас говорю? О том, что есть два варианта вертикальности. Вертикальность физическая и вертикальность медитативная. Вертикальность физическая – это линия геометрическая сверху до центра Земли. А вертикальность медитативная несколько иная, она наклонная. Вот если ощутить себя в шезлонге, ну или кому интереснее, то в кресле у стоматолога, современные кресла, они вот имеют под 45 градусов примерно угол наклона спинки. И вот мы можем ощутить себя в кресле у стоматолога, ну или в шезлонге. То вот эта истинная медитативная вертикаль, она будет перпендикулярно лежащему телу. Вот это очень важно на высших этапах медитативной работы освоить. Эту медитацию нам подарила Сурья, божественная Сурья. Для чего это нужно? Для того, чтобы научиться легко и естественно пересекать то самое зеркало. И в частности, вот можно вспомнить то, чему учил Хуан Матус, Дон Хуан, описанный Карлосом Кастанедой. Вот он говорил, что духовный воин должен научиться пересекать весь диапазон эманаций, причем очень быстро, мгновенно. Вот если мы осваиваем вот эту вот медитативную вертикальность, то это позволяет нам легко пересекать все эоны от ада, то есть мы внешний, за пределами Бога в аспекте Абсолюта, до обители Творца. И вот это на самом деле делается очень легко и быстро. Можно подтянуться к границе с адом, туда лазить не надо. Надо всего лишь знать, где он находится, где его искать. И оттуда, расслабившись, мы можем плюхнуться в обитель Творца, как в океан божественного огня. И раствориться в блаженстве. Вот так вот и реализуется учение и Тота Атланта, и всех божественных учителей. Прекрасно то, что они это единое для всей Вселенной учение о росте, развитии душ, описывают разными немного словами, давая несколько разные указания по конкретным медитативным приемам развития себя. Каждый из них стремился подарить нам свои личные любимые медитативные приемы. Вот и мы выстроили схему, лестницу, если хотите, по которой можно добраться до обители Творца, с тем, чтобы стать им и из него помогать другим эволюционирующим душам. Приглашаю вас на этот путь. Вперед, друзья!